Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Мне поступил вопрос о способах увеличения жизненной энергии. И сейчас я постараюсь на него ответить, насколько это возможно, в маленьком видеоролике. Человек фактически биоэнергетическая машина. Он перерабатывает и излучает в космос разные виды энергии. Для того его и создали на Земле высшие силы. Человек работает на энергии от высших сил, от Солнца, природного мира и от продуктов питания. Тонкие виды энергии человек получает от ощущений, работы, чувств и эмоций. Энергии должны циркулировать в организме человека, иначе все остановится и не будет функционировать. Человек дышит для того, чтобы вырабатывать энергию для жизни. Организм его не следит за поставкой кислорода. Он только отслеживает убывание углекислого газа. Поэтому человек должен сам о себе заботиться в плане энергии. От чего человек теряет энергию? В первую очередь из-за пробоев в ауре, через которые энергия от него утекает. И от негативных воздействий со стороны, что, собственно говоря, и способствует пробоям в ауре. Ругаясь, проявляя агрессию, негативные эмоции, человек теряет много своей жизненной энергии. То есть осуждение, критика – это благо для тех людей, которых критикуют, они подпитываются этой энергией, имейте в виду. Поэтому, может быть, не стоит обращать много внимания на тех людей, которые вас раздражают, чтобы вы не подключались, не эмоционировали и не теряли на этом свою жизненную силу. Безысходные мысли и негативные эмоции наносят организму очень серьезный ущерб. Но в то же время, если с человеком случилось что-то опасное, страшное, то молитвы близких людей, близких, любимых, родных способствуют тому, что человек, возможно, останется на линии жизни. Может быть, потеряет часть здоровья, но все-таки будет жив. То есть он в этом случае посредством молитв получает энергию, и которые могут продлить его собственную жизнь. Прошлое человеку следует оставлять в прошлом и смотреть в будущее с надеждой. Когда человек что-то удерживает, воспоминания какие-то горестные, он ограничивает свое сознание, не двигается вперед и к тому же ускоряет старение, потому что на этом теряет энергию, а высшие дают человеку определенный объем энергии на всю его жизнь. И от человека зависит, как он с этой энергией будет распоряжаться, терять ее, сохранять, а возможно и приумножать. А отпуская сожаление, негативные эмоции, человек пробуждает свое тело, дух и даже возвращает свою энергию. Ложиться спать и вставать ему имеет смысл в одно и то же время. А попытка ускорить ритм жизни приводит к потерям энергии. Возможно, потом ему придется несколько дней восстанавливаться, лежать без сил. Поэтому те люди, которые работают по ночам, труд их должен оплачиваться вдвойне, потому что они теряют свою жизнь и здоровье, отчасти расшатывают. Чем старше человек, тем более изношена его нервная система. Ну и поэтому не стоит ее лишний раз напрягать, лишать себя энергии. Тем более терпеть физическую боль.
Физическая боль отнимает колоссальное количество энергии у человека. Болью, страданиями подпитывается отрицательная система. Поэтому с болью, конечно, следует как-то справляться, помогать себе, поддерживать. Даже вот после лечения зубов, не говоря уже о том, что если человек пережил серьезную какую-то операцию, то у него повреждается аура, и через эти пробои он также теряет энергию свою жизненную, и поэтому ему следует после таких событий тщательно восстанавливаться, восстанавливать свою ауру, работу чакр энергетических центров организма. И таким образом увеличивать свой уровень жизненных сил, чтобы не быть открытым для вирусов, инфекций, которых в мире становится все больше. Что же полезно человеку делать для увеличения своей жизненной силы? Ему полезно слушать концерты хорошей музыки. Для каждого, конечно, она своя, но выше рекомендуют слушать спокойную, гармоничную, классическую музыку. Смотреть хорошие фильмы, которые радуют душу. Программы о искусстве, о науке, о природном мире. Это дает душе светлую, развивающую энергию. Также хорошо подпитывают людей общение с друзьями, родственниками, любимыми. Когда они собираются вместе, то они все обогащаются новой энергией. Человек способен справляться с плохим настроением и самостоятельно управлять своими чувствами, и также трансформировать негативные эмоции в положительные, и таким образом сохранять свою жизненную энергию. Следует чаще выходить на свежий воздух, переключаться на творчество. Творчество дает очень хорошие типы энергии, которые человеку очень полезны. Это является его спасением в низком мире на Земле. Хорошо строить новые планы, мечтать, а также дистанцироваться от неприятных темных людей. Не входить с ними во взаимодействие, тем более с вампирами энергетическими. И для этого пользоваться магической защитой. Это всегда имеет смысл, чтобы сохранить себя. Также можно научиться управлять энергиями, очищаться и восстанавливаться с помощью специальных космических частот, которые ныне открыты и вполне доступны всем. Я могу даже предложить в виде примера себя. Многие люди спрашивают меня, что как это вы столько так много работаете, и у вас полно сил на это. Вы и занимаетесь творчеством, и работаете с людьми, консультируете, и никогда не видно, чтобы вы были совсем без сил. Но так и так бывает. Когда поработаешь с энергетически замутненным человеком, который приходит, чтобы очиститься от магических проблем, человек приходит, чтобы восстановиться, выяснить вопросы, имеющиеся у него, которые, кстати, имеет смысл всегда просвещать, потому что какой-то вопрос может человека очень напрягать и волновать, и таким образом он может терять на этом много энергии, она просто покидает его день ото дня. Поэтому все вопросы должны быть освещены, чтобы все ясно было. Ну так вот, когда я устаю от работы с людьми, ну или просто какие-то хозяйственные дела, собственно говоря, свойственные любой женщине, тем более в возрасте за 60, я просто сажусь, открываю руки лодочками
подключаюсь к определенной космической частоте и набираюсь новой энергии. Становлюсь как энерджайзер. После работы с одним человеком я начинаю работать с другим. И все, собственно говоря, все довольны друг другом. Это я рекомендую на страницах своих книг всем другим людям, которым хочется жить подольше, жить более насыщенно, емко, интересно. Об этом вы можете почитать на моей странице «Энергия сил света», собственно говоря, на этом же участке. Почитайте мои книги, которые все бесплатны для скачивания. И скоро выйдет еще 3 новые книги. Все для вас, мои дорогие. Потому что в моей программе работа для людей, чем я, собственно говоря, довольна и счастлива. Итак, в завершении своей речи хочу сказать, чтобы человек развивался, занимался творчеством, мог любить, нужна свободная энергия. То есть той энергии, которую ему дает Небесный Учитель во время сна, ему недостаточно. 50% из нее, из 100, уходит только на способность видеть. Поэтому у нас далеко не каждый человек занимается творчеством, как-то себя проявляет в этом плане. И вот чтобы развиваться, также энергия нужна и для воспитания детей, и для поддержания мира, и благополучия семьи, и для собственного функционирования. И чтобы поддерживать определенный уровень жизни, человеку нужна внутренняя духовная жизнь. Она просто необходима. Без этого человек дряхлеет, стареет, ему становится неинтересно жить. И таким образом жизнь уже его не радует. А если у человека есть время и силы для труда на свою личную и творческую жизнь, духовную жизнь, это значит, что жизнь его удалась. Поэтому, дорогие мои, я желаю, чтобы вам хватало энергии на все. Будьте здоровы, гармоничны и счастливы. До следующих встреч.